Привет всем! Добро пожаловать на мой канал скандалов. Прежде чем я перейду к видео, не забудьте подписаться на мой канал и нажать кнопку «Мне нравится». Спасибо, и давайте перейдем к моему видео. Любовная история Афры Сарачоглу и Мирта Рамазана Демира, которую миллионы поклонников считали настоящей сказкой, внезапно оказалась под тенью самых шокирующих разоблачений. То, что еще вчера казалось нежным и искренним чувством, сегодня предстает перед нами в совершенно ином свете. Все было ложью. Красивой, яркой, убедительной, но все же ложью. С того самого момента, как Афра и Мирт начали открыто появляться вместе, их отношения стали не просто предметом интереса публики, они стали культурным феноменом. Их улыбки, взгляды, редкие, но страстные поцелуи на публике – все это вызывало восхищение, зависть и веру в настоящую любовь. Пресса называла их новым символом романтики, бренды выстраивались в очередь, чтобы заключать с ними совместные контракты. Они были неразлучны, идеальны, почти сверхъестественно гармоничны. Но за этим фасадом, как выясняется, скрывалась мрачная, болезненная и крайне сложная реальность. Первый тревожный звонок прозвучал, когда начали просачиваться слухи о холодной дистанции между ними. В социальных сетях исчезли общие фотографии, вместо милых сторис – молчание. Некоторые фанаты утверждали, что во время недавней премьеры нового проекта Афра демонстративно держалась подальше от Мирта. Его взгляд был пустым, а ее улыбка – натянутой. В то время это списали на усталость. Теперь же ясно, они уже тогда стояли на краю разрыва. Однако по-настоящему шокирующее развитие событий началось с утечек из близкого окружения пары. Один из бывших ассистентов Мирта, анонимно, сообщил журналистам, что большая часть отношений была искусственно поддерживаемым спектаклем ради имиджа. Он утверждает, что пара была под постоянным давлением своих менеджеров и спонсоров, которые настаивали на сохранении красивой картинки. Ради контрактов. Это объясняет, почему во многих ситуациях, когда их появление казалось неестественным, они все же продолжали играть в любовь. Но даже если все началось как коммерческий союз, по словам того же источника, между ними действительно вспыхнули чувства. Проблема в том, что эти чувства были болезненно неравными. Афра, как утверждается, влюбилась по-настоящему. Она верила в Мирта, в их общее будущее, она делилась с ним самым сокровенным, вплоть до планов на детей. Мирт же, несмотря на внешнюю привязанность, был менее вовлечен. У него оставались незакрытые истории из прошлого, непроясненные привязанности, которые он тщательно скрывал даже от Афры. Когда же в одном из интервью Афра проговорилась, что готова к серьезному шагу, в кулуарах шоу-бизнеса началась паника. Дело в том, что, по утверждениям приближенных к Мирту источников, он в это время уже был замечен в компании другой женщины, молодой актрисы, имя которой пока держится в секрете. Он пытался скрыть их встречи, но бдительные папарацци и журналисты не дремали. Снимки, сделанные в одном из частных клубов Стамбула, стали настоящей сенсацией. На них Мирт нежно обнимал неизвестную брюнетку, пока Афра находилась за границей на съемках. Когда доказательства предательства попали в руки Афры, ее реакция была предсказуемо болезненной. Она сначала не поверила. Потом потребовала объяснений. Мирт, как утверждают, сначала все отрицал, затем говорил, что ничего серьезного не было, а затем, что они с Афрой не были в отношениях на тот момент. Эти слова стали последней каплей. По словам ее близкой подруги, Афра пережила нервный срыв и несколько дней не выходила из дома. Но на этом драма не закончилась. Спустя несколько недель Мирт сделал то, что окончательно шокировало публику. Он дал интервью, в котором неожиданно заявил, что сожалеет, что любил Афру по-настоящему и что готов все вернуть назад. Он даже якобы отправил ей письмо с извинениями, в котором умолял дать ему еще один шанс. Афра, однако, осталась непоколебимой. По ее словам, предательство нельзя перечеркнуть красивыми словами. Именно тогда она впервые публично произнесла фразу, которая стала вирусной: «Все было ложью». Эти 3 слова стали финальной точкой в их истории. Они не просто разошлись, они эмоционально сожгли мосты.
Афра удаляет все следы совместного прошлого, включая архивные фотографии, закрывает комментарии в соцсетях, чтобы избежать токсичности, и делает все, чтобы забыть эту главу своей жизни. Мерт, напротив, пытается изобразить раскаяние, но его словам уже никто не верит. Поклонники разделились на два лагеря. Одни обвиняют Афру в холодности, другие встают на ее защиту, утверждая, что она заслуживает мужчину, который будет ее уважать. В сетях появились хэштеги вроде «решетка Сафрейдаконца» и «решетка Мерт-предатель», под которыми тысячи пользователей делятся своим мнением о случившемся. Некоторые даже утверждают, что это была не просто история любви, а отражение типичной боли тысяч женщин, которым врали, изменяли и просили остаться. На данный момент Афра ушла в работу с головой. Она подписала контракт на международный проект и проводит много времени в Европе. Ее последнее появление на красной дорожке вызвало восторг. Уверенная, сияющая, красивая, она, кажется, начала новую главу. Мерт, наоборот, погрузился в молчание. Он избегает светских мероприятий, отменяет съемки, отказывается от интервью. По слухам, он работает над новым сценарием, в котором главный герой – мужчина, теряющий любовь из-за собственной гордости и ошибок. Говорят, он хочет рассказать свою историю. Вопрос лишь в том, услышит ли ее еще кто-нибудь. История Афры Сарычоглу и Мерта Рамазана Демира закончилась. Ярко, громко и болезненно. Все было ложью, но именно эта ложь навсегда вписала их в хронику самых драматичных звездных отношений Турции. Если вы все еще не подписались, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Спасибо большое за просмотр моего видео, увидимся в следующем, берегите себя и до свидания.